Я сейчас поделюсь всеми нашими наработками по вопросу правильных проведений подкормок. Друзья, за годы выращивания растений, конечно же, багаж некоторый нашего опыта накопился. Я сейчас расскажу, как делаем мы. Может, кто-то не согласится со мной, но тогда можете снять свое видео и рассказать то, как выращиваете вы. Итак, друзья, прежде чем приступать к проведению любой подкормки, будь то листовой, будь то корневой, необходимо понимать, для чего эта подкормка нужна и нужна ли она растению вообще. Мы можем, читая некоторые сигналы, понять, что растению не хватает. Предположим, пошло подсыхание листа по каемочке, не хватает калия. Пошло пожелтение нижних листьев, либо мелколистность, не хватает азота, да? Если, допустим, посинели томаты снизу листочки, ну, можно предположить, что не хватает фосфора. Хотя на самом деле все намного сложнее. Почему? Потому что могут накладываться нехватка нескольких элементов друг на друга. Вот когда вот эти накладки происходят, то сигналы эти становятся самыми невообразимыми. Поэтому просто так подойти и, не зная, как выращивались растения, определить практически невозможно, поставить диагноз без проведения лабораторных испытаний, не зная состава почвы, состава поливного раствора, внешних условий развития растения, вы никогда точно не определите. Но приблизительно все равно мы пытаемся просчитывать и, главное, анализировать, как мы проводим выращивание своих растений. Смотрите, друзья, вот, допустим, посинела нижняя сторона, фиолетовой стала листочков, многие могут сказать, это нехватка фосфора, проведите подкормку фосфорными удобрениями. Либо не хватает азота, проведите подкормку азотным удобрением. Но если будет холодная почва, сколько бы мы ни проводили азотных подкормок, азот не будет доступен для корневой системы, потому что в холодной почве у большинства огородных культур корень практически останавливается в своем развитии. Ухудшается транспирация, испарение из листьев, соответственно, водяной столб не поднимается от корней к листьям, и минеральное питание не захватывается. Друзья, поэтому проводим, толку нет, потом потеплело, корень начал работать, растения испарять, и мы вот этими бесполезными подкормками, которые провели по холодной почве, повысили концентрацию удобрений. Потеплело, и корень резко сталкивается с тем, что он высокую концентрацию натягивает внутрь растения. И тогда просто будет проблема, огромная проблема. Мало того, что прижгутся корневые окончания, так и плюс еще могут произойти необратимые изменения в растениях. Поэтому прежде чем проводить подкормку, посмотрите, как выращиваются ваши растения. Если холодная почва, не проводите подкормок, во всяком случае корневых. Если почва залита, не проводите. Лучше обойдитесь листовыми подкормками. Лист способен работать даже при неблагоприятных условиях в почве. А лист все-таки, ну, друзья, легче поймать, если это в теплице особенно выращивается. Понятно, если в открытом грунте дожди идут, мы по листу работать не сможем. Но в теплице, во всяком случае, при холодной почве можно по листу какие-то элементы растению подать и исправить немножко хотя бы ситуацию. Это что касается вот анализа. Нужно ли проводить, не нужно ли, будет ли иметь эффект эта подкормка, не будет ли. Следующий момент – это алгоритм. Алгоритм в зависимости от фазы развития растения. Друзья, ну об этом, я думаю, знают все уже огородники. Но если вдруг сейчас смотрят огородники, люди, которые только начинают заниматься огородничеством, друзья, вот этот алгоритм выглядит так, что на начальном этапе развития растений им необходимо в подкормках больше давать фосфора. Вот сейчас таблицу можете видеть, это фотография с одной умной книжки. Когда происходит наращивание листостеблевой массы, необходимо, чтобы в подкормке преобладал азот. И на конечной стадии вегетации, то есть когда идет полным ходом плодообразование, плодоношение, необходимо, чтобы в подкормках растений преобладал калий. Друзья, вот это запомнить на самом деле очень-очень легко и просто. Первая подкормка с повышенным фосфором, вторая с повышенным азотом, третья с повышенным калием. Все это вы видите сейчас на таблице, которая на ваших экранах. Но это не значит, что только фосфор должен сейчас быть, потом только азот, а потом только калий. Нет, все элементы абсолютно нужны. Просто вот именно вот эти элементы на вот этих разных стадиях по важности, как они влияют на развитие растений. Следующий момент – это
нужно ли проводить полив растения перед тем, как провести подкормку под корень. Мы не проводим. Сейчас, предположим, вот у нас рассада перца, да, вот видите, вроде бы здесь у нас немножко суховатая поверхность, вот здесь немножко влажноватая. Вот таким растениям, будь то вот этот с более влажной, мы полив никакой предварительный проводить не будем. Сразу разводим подкормку и проводим уже подкормочный полив. В чем здесь фишка? Это в том, какая концентрация подкормки у вас будет. Если вы наводите такую концентрацию, которая способна обжечь корневые окончания, значит вы, или те огородники, которые обожгут подкормкой, значит это критически превышена концентрация подкормки. Можете провести полив перед проведением подкормки, можете не проводить. Корням никакой беды, никакой проблемы вообще абсолютно не будет. Это проверено, уже не однажды и на протяжении многих лет. Какие концентрации? Вот смотрите, мы разводим, стараемся не превышать на 10 литров воды 20 грамм удобрения. Причем любого удобрения. 20, 20, 20, 13, 40, 13. Любую формулу не больше 20 грамм. Часто даже я советую, если это касается маленькой рассады, уменьшать эту концентрацию в 2 раза и провести 2 последовательных полива при каждом, 2 последовательных подкормки при каждом поливе. Вот на этом я видео закончу. Надеюсь, каждый из вас для себя что-то полезное из него возьмет. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. До новых встреч.